Всем привет! Сегодня хочу показать, как можно сделать вот такие цветочки, либо же это похоже на клевер. Ну, в общем, мне показалось, что очень весенняя брошь, если добавить булавку, например. Делать я буду из вязаного хлопкового шнура 3 миллиметра, потому что очень подходит именно такой диаметр. Также мне понадобится клей и крючок, чтобы закрыть кончики, ну и ножницы. Для того, чтобы сделать 4 лепестка, я отрезаю отрезок около 340 сантиметров. И один край я не делаю длинным, где-то около 60-70 сантиметров. Вот у меня слева получается столько сантиметров меньше, чем справа. А справа вот эта длинная нить, весь остаток. Если вы взяли 340 сантиметров, то справа, ну вот получается левый 60 сантиметров, то справа остается 280. И сейчас мы начинаем плести узелки, которые называются фриволите. Складываем сначала нить поверх нити и заводим, а потом под нитью и опять заводим. И на самом деле у нас получается, якобы мы делаем лицевое крепление. Вот перемычка получается. Сейчас вот смотрите, на нить мы положили и в дугу ввели, а сейчас под нитью складываем и опять в дугу вводим, и у нас закрывается. И так нужно повторять. То есть мы делаем первую на нить, складываем дугу, выводим, и потом под нитью. И вот это первое и второе действие. То есть каждый узелок состоит из двух этих действий. И нужно его открываем а потом закрываем. И у нас получается, если вы знакомы, с макраме, то это просто лицевое крепление, как будто бы мы делаем, но одной нитью. Вот, а если у вас не будет лицевого крепления, значит, вы что-то сделали не так. То есть, если у вас не получается перемычки, две ниточки должны торчать и перемычка у них, то вы делаете всегда либо под нитью, либо над нитью. Вы это увидите, я думаю. А так мы просто продолжаем, так как нить справа у нас довольно длинная, мы оплетаем всю нить короткую, которая у нас слева. Делаем это и попутно, может быть, смотрим, как получаются лепестки. Возможно, вы захотите меньше сделать цветочек либо из 3 лепестков, либо из 4. Вот у меня получилось такой длины, я еще немного ее расслаблю и начну формировать лепесточки и закреплять булавочками, чтобы просто посмотреть, как это все получится.
Далее с помощью клея начну как раз склеивать лепестки. Довольно просто, если клей момент, только аккуратно, чтобы не попадал вам сильно на пальцы. Ну вот у меня получился вот такой вот цветочек с 4 лепестками и его стебелек. Вот видите, нитки еще торчат. Сейчас мы с вами их закроем с помощью крючка. То есть я просто возьму нить и с обратной стороны заведу за наше плетение и отрежу все лишнее. Чтобы превратить это в брошь, просто возьмите любую булавку и проколоть и к себе на одежду. Возможно, можно придумать как-то иначе. Еще можно, например, сделать открытку, вот как я делала лаванду, да, то есть можно наклеить на картон, и у вас получится открытка с такими цветочками. Подойдет для 8 марта. Надеюсь, видео вам понравилось. Желаю вам всего хорошего, доброго. Всем пока-пока и до следующих видео на моем канале.